улыбчивого всем настроения. Итак, сегодня у меня новая игрушка. И многие из вас догадались, что это продолжение пчелиных историй. И это будет пчелка. Пчела для меня ассоциируется с летом, с солнцем, с цветами, с радостью. Это яркое насекомое, и оно меня привлекает. И знаете, у меня нет, наверное, ни одной игрушки, которую я бы так часто вязала. У меня по счету пчелиных историй это будет 6-я пчелка, но на самом деле их все-таки больше у меня. Сейчас я вам покажу, какую пчелку я буду вязать, и она меня привлекла, знаете, чем цветочком. Вот когда я смотрю в интернете идеи, и мне что-то попадается, даже маленькая деталь меня может так привлечь, что я оставляю ее себе в заметках, и потом, когда мне нужна подпитка идеи, я возвращаюсь и пересматриваю эти картинки. Это мне очень помогает. И пчелки, когда я их вижу в интернете, не обязательно с описанием, это может быть просто картинка. И очень много у меня сохраненных пчелок, потому что, ну не знаю, вот это насекомое, которое привлекает мое внимание. И спасибо моим дорогим девчонкам, которые присылают мне описание пчелок, я их все сохраняю, и я уверена, что пчелок у меня еще будет не одна. Итак, здесь у меня материалы, здесь у меня уже есть заготовочки. Сейчас я разверну камеру и покажу вам, какую пчелку именно, от какого автора я буду вязать. Я думаю, она вам тоже понравится. Итак, пчелку буду вязать от автора Ольги Павзун. Вы можете видеть здесь и автора, и ее инстаграм. Инстаграм я продублирую ссылочкой внизу, чтобы вы могли быстренько перейти и посмотреть. Мастер-класс у Ольги этот платный, но мне очень понравилась эта пчелка. Пчелка сама выглядит вот так. Вот вы можете ее видеть полностью во всей красе. И вот скажите, правда, симпатичные цветочки. У меня прям взгляд за них зацепился. Я такая думаю, да, буду вязать эту пчелку. Так что практически все у меня заготовочки есть. И я вам сейчас покажу, что именно я связала уже. Итак, пчелка замечательная, красивая. И знаете, вот с первого взгляда меня привлек именно ее цветочек. Я как-то за него зацепилась и решила, да, буду вязать эту пчелку. У меня здесь уже есть заготовочки, практически все. Единственное, я тот самый цветочек и не связала. Я решила его вязать уже в самом конце, когда пчелка будет уже собрана. И я буду визуально понимать, каким цветом я захочу цветочек. Возможно, такой, как у автора, или же посмотрю свой цвет. Насчет цвета. Все, кто просят меня номера цветов, я решила сразу озвучивать это видео. Вяжу я пряжей Yarnart Jeans, крючочек у меня 2. Основной цвет ярко-желтый 35. Дальше дополнительный вот такой темно-голубой 81. Нежно-розовый 74, это у меня носик связанный, полосочки и усики 70, ну и белый 01, это крылья. Так, с пряжей мы разобрались. И вот
какие у меня заготовочки есть. Основная заготовка голова тела я уже шила. Она оказалась вот такой интересной формы. И пчела будет достаточно большая. Большая голова, большое тело. Я когда на нее смотрела, я думала, она будет поменьше, но пчелка оказалась достаточно внушительных размеров. Дальше есть у меня уже усики, есть жало, маленький розовый носик, маленькие крылья, такие интересные, большущая пчела с малюсенькими крылышками, есть ноги и есть руки. Не хватает, как я уже сказала, только цветочка и листочков. Но я сейчас буду оформлять, вернее, собирать, пришивать. И уже посмотрю, как я буду оформлять ее, именно украшать. Вот что у меня готово. Так. Цветочки, листочки. Связала листочки, связала цветочки. Так, листочки вот такие малюсенькие. И вся пчелка полностью готова. Только усики на булавочках. Вот так выглядит сзади. Маленькие крылышки. Получается очень симпатичненькая пчелочка. Дальше цветочки, листочки. Для начала, сначала я хотела не добавлять разные цвета, ну то есть использовать те, которые уже есть в палитре пчелки. И я сделала вот такие желто-розовые. Я их примерила. Их у меня 2. Вот так это стало выглядеть. И мне как-то показалось слишком бледненько, и этот желтый слишком притягивает на себя внимание, как мне кажется. И я решила перевязать цветочки из более яркого цвета. Вот так. И второй. Где-то вот так. Так, мне кажется, повеселее и поинтересней смотрится. Дальше будут листочки. Вот как-то так. И зелененькие листочки, этот цвет более подходит к этим цветочкам, нежели к светлым. В любом случае, сейчас усики, найду место усикам и пришью листочки, и дальше уже буду пришивать сами цветочки. Все, что получится, я вам покажу. Итак, вот все и готово. Листочки, цветочки пришиты. Вот так сейчас выглядит игрушечка в готовом виде. Замечательная, милейшая пчелка получилась. Мне кажется, более яркие цветочки сюда подходят намного больше, чем те, которые я связала бледно-бледно розовенькие. По поводу мастер-класса. У меня не возникло никаких проблем, никаких вопросов, пока я вязала. Так что спасибо большое Оле за прекрасную игрушку, за прекрасный мастер-класс. Вязать было просто одно удовольствие.
Я очень рада, что теперь такая пчелка у меня есть. Она пополнит коллекцию моих пчелиных историй. Очень-очень замечательная игрушечка. Буду ли я вязать таких еще? Скорее всего, нет. Ну, не потому что что-то с ней не так, а потому что это у меня игрушка, знаете, как игрушка настроения, как такой импульс. Я ее увидела, я в нее влюбилась, я ее связала, и я очень рада, что она у меня есть. Просто все мои остальные игрушки, которые я вяжу на постоянной основе, они все очень-очень простые, без сложных мелких деталек, без всяких заморочек. Те, кто меня смотрит, вы прекрасно знаете мой ассортимент, что все мои игрушки очень-очень элементарные. Пчелка замечательная. При том, что у нас 2 недели уже идут дожди каждый день. Я надеюсь, эта пчелка привлечет в мой город солнышко и, наконец-то, лето. И это просто игрушка настроения, солнечная, вызывающая улыбку. И она мне очень-очень нравится. Я рада, что она теперь у меня тоже есть. И спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.